Всем привет! С вами Ларри. Вы на канале Про Хобби в нашей рубрике о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Сегодня на обзоре 3 фигурки. Это Sonic, Tails и Master Chief от новой компании. У нас ее раньше не было на обзорах. Называется Tataku. Давайте для начала расскажу вам, что же это за компания такая, а потом подробнее, почему здесь такой необычный набор. Tataku – это не только название компании, но и нарицательное для выпускаемых ими фигурок, произносится как Toitaku и имеет японское происхождение, о чем также говорят символы канзи на логотипе. Компания начала свою деятельность в 2018 году, имеет свой сайт, но, к сожалению, продажами с него напрямую не занимается. Все фигурки имеют порядковый номер. Первым был выпущен Sackboy из игры Little Big Planet. На сегодняшний день в ассортименте компании порядка 50 персонажей из около 30 игровых серий. На всех первых партиях есть пометка First Edition. Компания заявляет, что в случае потребности довыпустить какой-либо тайтл, что, конечно, будет зависеть от популярности персонажа, они сделают допечатку, и на новой партии этой пометки уже не будет, чтобы покупатели понимали, фигурка из первой партии им достается или довыпуск. Хотя, учитывая, что данная пометка стоит только на задней крышке блистера, определить, какого выпуска фигурка уже после ее распаковки будет невозможно. Как-то так. Почему ежик, Тейлз и внезапно Мастер Чиф? Ну, ежик и Тейлз понятно, сейчас в кино идет фильм про ежик Соника, а Мастер Чиф, потому что мы любим Хейла. Муж мой любит Хейла, то он себе фигурки купил, а я-то брала и обозреваю, имею полное право. Вышли фигурки в 2018 году, ежик вышел в сентябре, и эти двое в октябре. И тогда же они были, наверное, куплены. Нет, вру, куплены были позже. Ну, неважно. Давайте посмотрим упаковку. Упаковка. Блистер. Приклеим. Ничего в нем не болтается. Ничего не болтается. На блистере, на всех трех, давайте вот так вам покажу, его поставлю. На всех трех спереди у нас есть Tataku, логотипы, название фандома, по которому персонаж, само изображение фигурки. Так, персонаж, нет, это прям фигурка изображена. Соответственно, да, Xbox. Здесь у нас описание персонажа на 4 языках. Да, на 4 языках. Предупреждение, что это не игрушка, даже это не игрушка, что до 3 лет не надо, потому что в рот потащит и поддавится к чертовой матери. Поэтому не надо это давать детям до 3 лет. Да всем насрать! Давайте открывать. Такая взяла, с Мастер Чиф начала. Ну, бывает что. Раз уж он у меня в руках был, будет страдать. Я ненавижу такие блистеры, я не знаю, как вы, а я прям терпеть не могу такие блистеры. Я понимаю, что это, экономия, наверное. Я, как-то во всех этих заводских вещах не разбираюсь, что там сколько стоит, но это же просто капец. И как вот это все доставать, то есть, условно, просто камон, столько мусора. Реально от одного маленького блистера. Может, у меня, конечно, руки кривые, я не умею такие вещи открывать. Но все равно это как-то не очень круто. Даже за свои деньги. Стоили фигурки на момент покупки, не вспомню сколько, но сейчас их можно найти в вилки от 700 до 700-800 до чуть ли не 1500 рублей. Вот ежик я точно находила, сейчас его можно купить за 1500 рублей. Сколько мы покупали, я не помню, потому что было давно достаточно, тоже где-то то ли конец 18 года, то ли начало 19-го. Так, что у нас здесь? Задничек, вставочка в блистер. Соответственно, блистер больше ничего нет. До свидания. Мастер Чиф. То есть его можно, в принципе, на полочке хранить вот в этой штучке. Она очень такая симпатичная. При раздербанивании блистера с ней ничего не происходит. То есть ее можно поставить и внутрь поставить мастера нашего Чифа. Запакован специальный блистер, из которого он не выпадает. Это хорошо, это хороший блистер, то есть классно сделали, я прям люблю всегда. Вот у нас получается такая фигурочка. Кто такой
такой Мастер Чиф? Давайте в 2 словах буквально, что же это за персонаж, хорошо? Мастер Чиф – Петя, офицер ВМС Джон 117, чаще всего просто Мастер Чиф или Спартанец 117, вымышленный персонаж и основной герой вселенной Halo, созданной компанией Bungie Studios. Персонаж видеоигр Halo, Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4. Помимо видеоигр, Мастер Чиф – центральный персонаж романов Halo The Fall of Reach, Halo The Flood, Halo First Strike. В видеоиграх Джон 117 никогда не появлялся без брони, игровые ролики так и не раскрывали его личности, ровно как и полноценного характера. В своих романах Эрик Ниланд и Уильям К. Дитс раскрывают не только характер Джона 117, но даже описывают его внешний вид. В романе Halo The Flood, книге, идущей параллельно с сюжетом первой игры, в одной из сцен главный герой описывается так. Маккей посмотрела в лицо мастеру Чифу. Тот был коротко стрижен, хотя и не настолько коротко, как она. Серьезный взгляд, сурово поджатые губы, тяжелый подбородок. Кожа воина давно не видела лучей солнца и казалась идеально белой, словно спартанец всю свою жизнь провел в глубокой пещере. И мы переходим к распаковке Соника и хвостика. Хвостик. Да, пускай будет хвостик. О, смотрите, здесь нельзя, вот здесь нормально открылось. И вот как? Алло, гараж. Ну, видимо, оно так, в принципе, и должно открываться. Потому что здесь вот, такая штука пластиковая, которая... Короче, не знаю. Мне не очень нравятся такие быстрые. Не то чтобы это минус, каждый, как говорится, экономит как может, но не мое. Опять же, внутри крутая штучка из игры, фончик очень классный, можно держать на полочке. И сама фигурка тоже достаточно плотно сидит в блистере. Опять же, блистер очень такой необычной формы. Я первый раз, на самом деле, встречаю, чтобы фигурки вот были именно вот так в блистере. И ежик. Ставим ежика. Открываем лисенка. Ну вот лисенок так не открылся. Ну, камон, ребят. Что за нахрен? Лисенок. Тоже у него фон. У них, кстати, фоны одинаковые. Что у лисенка, что у ежика. Ага. Так он даже. И лисенок. И, наверное, да, для тех, кто не в теме, для тех, кто в танке и не играет в игры, надо, наверное, рассказать, да, кто же это такие, что это за синий еж и двуххвостый лис. Ёж Соник – главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega, а также созданных на ее основе комиксов и мультфильмов. Соник – синий антропоморфный еж, созданный художником Наото Асимой, программистом Юди Наокой и дизайнером Хирокадзу Ясухарой. Но вам эти имена вряд ли что-то скажут. Во время разработки было предложено множество образов главного героя будущей игры, но разработчики остановились на ежике синего цвета. Свое имя Соник получил за способность бегать на сверхзвуковых скоростях. Геймплей за Соника в большинстве игр серии Sonic the Hedgehog заключается в быстром прохождении уровней и битвах с врагами, для атаки которых Соник сворачивается в шар во время прыжка. Немаловажную роль для Соника играют золотые кольца, служащие ему в качестве защиты. Главным антагонистом героя является доктор Эггман или роботник, который хочет захватить мир и построить свою империю Эггманленд. После выхода одноименной игры с его участием Соник быстро стал популярным во всем мире и положил начало крупной медиафраншизе. Персонаж стал талисманом компании Sega, которым остается и сейчас, сменив Алекса Кида, бывшего маскотом компании до 90-го года. Помимо компьютерных игр, еж Соник является главным героем комиксов, книг, ряда мультфильмов и даже полнометражного аниме. Точный возраст, вес, высота и прочие физические характеристики Соника изменялись с течением времени, включая стиль рисования персонажа. Майлз Праулер, более известный как Тейлз, хвостатый или хвостатик, персонаж видеоигр, мультфильмов и комиксов серии Sonic the Hedgehog. Майлз Пауэр является игрой слов Miles per Hour, миль в час, представляет собой молодого антропоморфного лиса с двумя хвостами, что явно намекает нам на кицуне, позволяющими ему летать. Дебют Тейлза состоялся в игре Sonic the Hedgehog 2 для Sega Master System и Sega Game Gear, и в Sonic the Hedgehog 2 для Sega Mega Drive в качестве игрового
персонажа. Тейлз был создан главным художником и дизайнером уровней в Sonic Team Ясуси Ямагути. Он придумал двуххвостого лисенка для внутреннего конкурса на лучшего персонажа и друга главного героя. Вначале Тейлз был фанатом Соника, им же спасенным. Благодаря долгим тренировкам Тейлз научился бегать практически столь же быстро, как и Соник, вращая своими двумя хвостами, как пропеллером. В конечном счете Соник и Тейлз стали лучшими друзьями. И, наверное, рассматривать при вас их нет смысла. Давайте я вам сразу покажу крупным планом, потому что особо-то деталей у них и нет. А потом перейдем сразу к оценочке. Налюбовались? Да я вот как бы тоже, потому что пока вы смотрели в экран, я их смотрела вживую. И что я хочу сказать? Давайте на оценку. Мне очень-очень понравилось за те деньги, которые просит компания за свои фигурки. Качество очень даже на уровне. Ежик и хвостик так вообще шикарные. Они выполнены на достаточно высоком уровне. Смотрите, у них подставочка, она прям, вот она как-то рельефная, структурная, вот прям прикольная, прям как будто вы в игру, из игры его вытащили, и вот он реально такой. Очень классно, очень круто, очень качественно. И можно придраться, конечно, здесь шовчик видно, ну, то есть, условно, ребят, как бы, их реально сейчас можно купить там от 700 до 1500, там ежик, да, подороже будет. И эти деньги, мне кажется, это того стоит, это действительно очень хорошее качество. Особенно если вы хотите что-то недорогое, при этом не бутлег и качественное. Вот, пожалуйста, у компании, как я уже вам рассказывала, у нее достаточно большой ассортимент. Найти можно на любой вкус вообще персонажей. Мне кажется, что, может быть, даже и в будущем мы будем что-то заказывать от этой компании. Я обязательно буду с вами делиться тем, что мы заказали. На первый взгляд реально очень круто. Вот ежик и Тейлз прям серьезно 5 с плюсом. Ребята большие молодцы. Я надеюсь, качество у них со временем не упадет. Что хочу сказать про Мастера Чифа. Фигурка все-таки немножко сложнее. При том, что размер у фигурок примерно 10 сантиметров. Все равно достойное достаточно качество, то есть у него прекрасно выполнены детальки. Вот если присматриваться, то можно найти косяки. Мне вот здесь вот штаны в некоторых местах не очень нравятся. Но при таком масштабе
Да, я знаю, что ой, а Warhammer, ой, а не надо мне сейчас этого писать. Модалисты, уходите. Есть все равно небольшие, конечно, неприятности есть, но, знаете, для такой фигурки за такую цену он все равно сделан очень-очень классно. И я бы, наверное, сделала так. Я бы вот этим двум дала медальки супер-пупер. То есть вот они прям вообще зашибись. Вот их прям рекомендую, бегите, покупайте, они будут радовать глаз, если вы фанат ежика. Если вы фанат этой игры, если вы фанат этих персонажей, это прям реально, это ну как бы не те деньги, которые, знаете, можно сидеть и копить годами. А вот Чифу я, наверное, дам медальку Кул. Ну, потому что он клевый, да, он, конечно, не супер-пупер, как-то могли бы лучше, но это я уже придираюсь, буду придираться всегда, везде, подставочки, ну, вы уже все поняли, подставки супер-пупер классные, но все равно, все-таки вот ему я ставлю медальку классный, а вот им ставлю медальку супер-пупер, вот они реально офигенные просто, меня это очень порадовало, контора молодец, классная, кстати, сейчас на Озоне, ну, по крайней мере, на момент съемки, это конец января, на Озоне на них скидоны идут. Не знаю, как бы, можно ли там ежика купить, но по факту вот я видела на Татаку, там прям скидки такие хорошие, вкусные. Не знаю, что будет на момент выхода этого ролика. Поэтому пишите в комментариях, если скидки до сих пор есть. У меня, я думаю, что на сегодня это все. Вот такой вот короткий, веселый ролик, наверное, получился. Я надеюсь, вам понравилось, что вы узнали про такую компанию, как Татаку. Я сама очень рада, что я вам смогла про нее рассказать. Наконец-таки, да, они у нас долго лежали. Наверное, я буду с вами на этом прощаться. Надеюсь, я заслужила лайк, репост, подписку. Ну, как бы, камон. Давайте мне за кучеряшки хотя бы, ежику за его синий цвет. А если вы смотрели фильм, конечно, пишите в комментариях. Понравилось, не понравилось, стоит идти, не стоит. И что вы думаете вообще на тему того, как они его в итоге сделали? Потому что, конечно, то, что было и то, что стало. Ну, в общем, давайте в комментарии уходим, да? Все, увидимся с вами в комментариях. Пока-пока.